Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И если вчера был Poco X4 Pro 5G, который я не советовал, сегодня TCL. И еще я считаю, что он, наверное, веселее. Это супер-мега эконом. Сканер отпечатка пальца в наличии, но находится на задней стороне крышки. Вход есть под мини-джек, это может быть хорошо, и это всегда, в принципе, хорошо. Инфракрасного порта нет, максимальное качество съемки. 1080p 30 fps, разумеется, много фотографий, много видео в обзоре вы увидите. Аппарат был предоставлен производителем, но несмотря на это, вы узнаете все, что я о нем думаю. А хорошего я думаю мало. Единственное, я надеюсь, что ценник будет адекватный, потому что это супер-мега-ультра бюджетник, притом еще и третьего эшелона. Опять же, как всегда, съемка на вход ведется на этот аппарат, так же как на выход вы сможете наслаждаться с самого начала тем, что он может. И без жестикуляции из разряда «до какого?» я не могу. Смотрим. Надеюсь, вы смотрите это не через VPN. Это TCL 30. Почему я упал до этого уровня? Все очень просто. Наш рынок, к сожалению, очень сильно штормит, особенно электроники. Что-то не везут, что-то продают в районе 200 тысяч рублей. Вспоминаем Яблоко. Что-то в районе 150 тысяч рублей. Вспоминаем Samsung S22 Ultra. Но вот это дело... Когда-то я говорил, что это ширпотреб и третий эшелон. Это осталось третьим эшелоном, но это наша новая реальность. Насколько хорошо данный смартфон приживется в нашем рынке, будет вопрос. Насколько хорош он сам по себе, недавно у меня была TCL, которая приобрел, получается, еще в январе, и она у меня была около 2 с лишним месяцев. Я делал обзор недавно на канале, позавчера, может быть, дня 3 назад. Посмотрите. Это следующая реинкарнация. Я надеюсь, что с программным обеспечением они что-то допилили. Насколько здесь стало все лучше, мы сейчас увидим. Ключ для извлечения сим-карт. Вот таким образом нам стали уже посылать. Защитный чехол. Не самый ужасный, но я сразу вижу, что довольно странный дизайн. Это они под, скорее всего, сканер отпечатков пальцев сделали. Маленький блок зарядки на 10 ватт. Вы думали, что вы в 2022 году будете смотреть обзор на телефон с зарядкой в 10 ватт? Как говорят, радуйся, что ты пока еще плуг не обозреваешь. Мы снова в 90-х. Вкладыши. Но выглядят они, к слову, не позорно, кроме вот этого вот микрофона. Микрофон, конечно, это трэш. Кабель USB Type-C, ура, на USB-A. Но, не считая сканера отпечатков пальцев, дизайн стал, во всяком случае, лучше. Я не назову его топовым, вообще язык у меня не повернется. Это TCL 30 SE. Первое, давайте уже по-серьезному, как будто мне этот телефон импонирует. Олеофобка норм. Приличная. 50 мегапикселей камера, 5000 мАч внутри. Аккумулятор неплохой. 4 гектара оперативки и 64 гигабайта встроенной памяти. Мини-джек в наличии, Type-C в наличии. Насчет стерео и всего остального я проверю и расскажу вам в процессе. Сразу минус. Чехол есть, отлично. Заводской пленки нет. Это дело я с собой возьму же в Калининград и тоже поснимаю, как и Mi 12, как и S22. 186 граммов. 165 миллиметров высота. Ширина 75 миллиметров. И толщина... Вместе с блоком камер меня интересует 10,4 мм, без них 9 мм. Не гибридный слот, отлично, 2 физические симки, карту памяти сюда запихать можно. Плюс им в карму за это, правильно? Комплект, шик, блеск, красота, качество комплекта 10 ватт. Даже комментировать не буду. За наушники спасибо. Надеюсь, с ПО они что-то домудрили. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Смартфон имеет 3 варианта расцветки. Это серый, темно-синий и светло-синий. Дизайн обыкновенный. Сказать, что он запоминающийся, я не могу. Тыльная часть глянцевая из пластика, а рамки из матового пластика. Тактильно не очень приятного. Подержав в руке, сразу же чувствуется, что смартфон из дешевых. Но в руке лежит удобно.
не соскальзывает. Тыльная часть марка, отпечатки собирают на ура, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0. Также на корпусе я обнаружил только одно отверстие под микрофон, далее динамики основной и разговорный. В нижней части расположили два отверстия под динамики, но, видимо, одно сделали для эстетики. Звучание здесь моно и не лучшее. Помимо этого есть мини-джек, за что спасибо, но нет ИК-порта. На тыльной части расположили сканер отпечатков пальцев, что, конечно же, я считаю фейлом. Это просто атовизм, хотя бы в кнопке бы сделали. Слот полноценный, и это не может не радовать. На 2 сим-карты и microSD до 512 гигабайт поддерживается. Кнопки практически не люфтят, но сборка, как и качество материалов, не шик. Защита от влаги, конечно, нет, и салазки не прорезиненные. Смартфон оснащен дисплеем на 6,52 дюйма, IPS с разрешением в скромные 720 на 1600 пикселей. Да, пиксели видны невооруженным взглядом. Конечно, присматриваться нужно, но все же. Соотношение экрана к корпусу 89%, а соотношение сторон 20 к 9, не особо стандартное. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 269 ppi, контрастность 1000 к 1, пиковая яркость 450 нит. При прямом свете на экран, конечно, яркости не хватает, разглядеть что-то будет трудно. Сам экран меня не впечатлил, он слегка тускловатый, хотя в принципе, как для бюджетника, подойдет. Вдобавок на борту есть визуализация оптимизации технологии изображения NX-T-Vision. Частота обновления экрана скромная и обычная, 60 Гц, автояркость работает очень плавно и точно, что, несомненно, плюс и крайне удивительно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок, и по поводу оттенков хочу отметить, что недавно ко мне приехал друг, который купил S21. Дима, тебе привет, и у него оказалась яркость экрана в 2 раза ровно меньше, чем у меня у S21 Samsung. Удивительно, он купил недавно этот смартфон, так что если приобретаете и у вас есть у знакомых подобные смарты, обязательно сравнивайте яркость. Понятно, что эта штучка люксометр стоит недешево, с одной стороны, с другой стороны, учитывая, что происходит в технологии в нынешнем мире, вот сейчас я сегодня хотел бы вас предупредить по поводу этого. Может быть, это не особо и в цвет, но смысл ясен. На экран нужно смотреть, и все эти теплый, холодный оттенок, яркий, неяркий, они важны. Далее, мультитач есть и берет все 10 пальцев легко. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в тыльную часть смартфона, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, но медленно, и завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, что говорит о не очень хорошей безопасности. И, как по мне, это слегка улучшает работу сканера, но оповещение есть о том, что данный палец уже зарегистрирован. Распознавание лица срабатывает хорошо, но также медленно. Внести биометрические данные можно только одного лица, подбородок внизу экрана есть, и он огромный. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G25. Без улыбки не скажешь, ведь техпроцесс здесь 12 нанометров с 8 ядрами. Я не знаю, где они его откопали. Максимальная тактовая частота 2 ГГц. Графический процессор здесь PowerVR Rouge GE8329. Я предполагаю, что им доплачивали за то, чтобы они забирали это железо. Ничего не сказать. Но очень оно несовременное. Интерфейс TCL UI 4 версии, Android, внимание, 12 версии. Странно, у подобного смарта видеть 12 версию, когда в том же в новеньком Poco X4 Pro 5G стоит Android 11 версии. К слову, обзор можете посмотреть по ссылке, перейдя в правом верхнем углу. И это еще более эпичный фейл, чем то, что вы сейчас смотрите. Почему? Да потому что у них просто все хуже, но дороже. Poco очень по странному пути пошли, но это лирика. Далее, оперативная память LPDDR4X на 4 гигабайта, внутренняя память 64 гигабайта или 128. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, нет поддержки 5G сетей, что нас и не особо интересует на данный момент. Для 4G Band 7 над борту, а вот 20-го нет, но это не критично. Смартфон также поддерживает VO LTE и VO Wi-Fi. Это круто, кому-то точно пригодится. Прям тоже удивительно, но факт. Связь ловит хорошо, звучание при звонках не лучше, так же как и микрофон, но не совсем мрачно все. Вдобавок меня очень порадовал датчик приближения, он отрабатывает на все 100%, в отличие от многих Xiaomi-шных телефонов. Но я думаю, вы и так в курсе. Записи разговоров в стоке нет, вибромоторчик отличный, силу вибраций не настроить, но можно настроить ее длительность. Bluetooth версии 5.0 NFC поддерживается, можно установить MirPay, если успеете, и пользоваться в удовольствие. Насчет успеете, я думаю, юмор поняли те, кто знают. Из навигации на борту BDS, GPS, GLONASS, Galileo и AGPS. В городских условиях смартфон показал точность в 1 метр, что очень хорошо, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке выдал 8 часов 40 минут, а осталось 20%. Тест я проводил на максимальной яркости и, конечно же, при 60 Гц. С 0 до сотки от родного адаптера питания на 10 Вт за космические 3 часа 15 минут. Смартфон поддерживает зарядку до 15
Вт, но не думаю, что это сильно изменит ситуацию. За 30 минут игры в Genshin Impact улетает 9% заряда на минимальной настройке графики. Играть невозможно, так как присутствует подвисание и часто, но неудивительно, учитывая данные в Antutu. В World of Tanks играть куда комфортнее, к слову, в играх заряд аккумулятора не так и быстро уходит, что является плюсом, что неудивительно в принципе с таким экраном. Смартфон не понижал яркости, это хорошо для более легких игр. Его использовать, разумеется, можно, танки вперед. Далее, о беспроводной зарядке не может быть, конечно же, и речи. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит слабенько, но стабильно. 77 гипсов минимально, максимально 101 гипс и в среднем 95 на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 142, в мультикоре 882. Ох, не видел, мне кажется, я этих цифр вообще никогда, таких маленьких. Большую часть тестов в 3D Mark он не в состоянии пройти был из-за отсутствия всех функций Vulkan. И прошел только Slingshot с результатом 857 и Slingshot Extreme с результатом 495. В Antutu выдал результат в 120 тысяч попугаев. Storage тест показал 11 тысяч. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел, но я даже не стал ставить 45 минут теста, так как ему хватило и 30, как вы видите. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 50 мегапикселей, 2-мегапиксельная камера глубины и та же макрокамера на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Оптической стабилизации, разумеется, нет, и цифровой, похоже, тоже. Во всяком случае, включить или выключить вручную возможности нет. Фронтальная камера на 8 мегапикселей находится в каплевидном вырезе по центру экрана вверху. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. На борту имеются стандартные режимы для видео и фотосъемки, что хорошо. Как по мне, снимает смартфон хорошо относительно ценника, но по большому счету отснятый материал лучше использовать только для личного использования и лучше просматривать его на том же телефоне. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, ну это наш любимый смартфон. Я тестирую автофокус на 1080p 30 fps. Пока он справляется практически хуже, чем даже девайсы третьего эшелона. Вы видите, что он пытается поймать фокус на этой бедной гайке. Вот если на таком расстоянии, то у него получается. Нужно ловить. Пальцем я не помогаю, то есть как отрабатывать смартфон, вы сейчас видите. За 30 секунд он успел поймать гайку 2 раза. Это антирекорд на моей практике. Но будем считать, что ПО, как было у них с печалью странной, так и осталось. Паузу можно ставить, можно фотографировать параллельно. Съемка ночью ни в какие ворота не лезет. Это один сплошной шум. Неудивительно, учитывая сенсоры, неудивительно, учитывая ПО. Вы помните все прекрасно, это донор. Шаверма, говядина, которую я снимаю на разные смартфоны. И лучше всего по мне справляется, конечно, Xiaomi. А это все дело как будто с страшным фильтром а-ля 90-е. Нехорошо. Больше не хочу проверять этот телефон ночью на основную камеру. И это максимальное разрешение, разумеется. Ну и, разумеется, тест фронтальной камеры. Надеюсь, что вы не будете пытаться решить брать это дело для того, чтобы фотографии постить в определенных социальных сетях, которые на данном этапе жизненного развития названы экстремистскими, и я их даже называть не буду. Почему? Потому что с сегодняшнего дня их фактически для нас не существует, особенно для тех, кто планирует туда что-то там размещать, пока не переедет. К чему это все? К тому, что будем законы выполнять тех мест, где мы на данный момент проживаем. И, соответственно, в принципе, фронталка теперь нужна для чего? Для того, чтобы разговаривать по скайпу, если он еще работает, для того, чтобы разговаривать по мессенджерам. Опять же, я не знаю, какие будут в ближайшее время закрыты, поэтому просто обобщим. И в целом, если брать стаб, ночью фронталка отрабатывает довольно неплохо. Понятно, что там скинтон какой-то или вот эта вот тряпь, которую вы видите, это не особо фонтана, с одной стороны. С другой стороны, я примерно предполагаю себя на месте человека, который бы со мной разговаривал через видеосвязь. Я бы у него был в маленьком квадратике, в большом квадратике, но опять же, в принципе, ему было бы достаточно. Для того, чтобы делать красивые фотографии и выкладывать их на рабочий стол, нет. Особенно ночью. Ну, нет.
Не мог я чуть-чуть не протестировать фронталку в переходе. И, к слову, разумеется, ультраширика здесь нет. Это не эпичный фейл, но это факт. Есть даже телефоны с довольно неплохим ценником, с отсутствием. Понятно, что здесь вы видите, что картинка нулевая. А самое интересное, что когда я сейчас снимаю все это дело на фронталку, в очках это единственный смартфон, у которого я вообще ничего не вижу на экране, хотя яркость стоит на максимуме. То ли это такой лайфхак, вот сейчас начинаю видеть, да, это минимальная яркость становится, он почему-то ее просто сбрасывает. Вполне возможно, это сделано с каким-то умыслом для того, чтобы, не знаю, экономить энергию. Ну вот так, странно очень. Супер печальный 1080p 30 fps, как бы не хотелось чего-то большего. Снимаю с одной руки, съемка ведется в идеальных погодных условиях, может быть небольшая дымка, возможно вы ее видите. Если встать и снимать постепенно, медленно, ведя камеру, все равно я вижу на смартфоне обрывки. Можно, разумеется, фотографировать параллельно, можно, конечно же, ставить на паузу. Сказать, что телефон идеален для поездок, не знаю. Ну вот смотрите сами, оценивайте. Многим, может быть, покажется, что съемка вполне себе. X4 максимум. Даже здесь стаб пытается отрабатывать, хотя у него это довольно плохо получается, намного хуже, разумеется, чем у топов, у того же Samsung. Я здесь также тестировал, к слову, и S22 Ultra, и помимо этого по съемке тестировал Poco X4 Pro, еще много всего. Не зря же я за Mavic 3 сюда прилетел. Ну и теперь немного красоты. По мне украшает основная камера прям конкретным образом картинку, но может быть это и неплохо. То есть цвета становятся более насыщенные, чем они есть на самом деле. А по поводу качества, ну я бы сказал, что с его X4 он снимает все равно лучше, чем тот же Poco X4 Pro. Опять же, нужно будет уже сравнивать по факту при просмотре на компьютере. Но вот сейчас я вижу, что Poco с его прошивкой на данный момент проигрывает. Но я напоминаю, что у Poco проблема. Лично у меня, у него фризит прям съемка именно на смартфоне. 1080p 30 fps, и это TCL-ка. Идеальные условия для съемки. Солнце светит, притом не слишком ярко. Погода где-то плюс 14, ветра нет, то есть то, что микрофоны ловят, то и ловят. Вообще все, что возможно для того, чтобы аппарат хорошо снимал, фактически есть, существует. Так что вам оценивать. Вроде 1080p, вроде 30 fps, а такое ощущение, что он меня разглаживает. То есть автоматически украшалки стоят, или черт его знает, или он просто не вывозит и меньше деталей пытается нарисовать. Ну вот так. Во всяком случае, вы знаете, что вы будете иметь на руках, если решите приобретать. Вот в принципе то, что вы увидите, наверное, в роликах 4 единообразно и безобразно по съемке. То есть вот так примерно будет снимать смартфон от TCL в идеальных условиях обстановки. Единственное, я хочу от себя отметить, что один из лучших, наверное, смартов, хотя у меня топовых в кармане дороже сотки несколько, и я ими пытался снимать из разряда передачи цветов. То есть он не перекручивает их. И это, наверное, одно из таких конкретных его достоинств. Разумеется, можно делать снимки одновременно. И немного фронталки тоже на него. Видите, как он снимает. Надеюсь, не вылетит из руки. Все еще, надеюсь, уже не первый смартфон. За спиной у меня Mavic 3 в рюкзаке. Так что мини-экстрим лично для меня, потому что я с таких штук уже падал просто. Вот туда я ходил, оттуда снимал, а здесь, скорее всего, буду тестировать сейчас смартфоны, у которых есть влагозащита. Только хорошенько перепроверю, есть ли она. TCL. Съемка ночью с одной руки. Московская. И, в принципе, смотрибельно. Я говорю, я почему-то сравниваю сейчас его с Poco, который одновременно с ним тестирую.
И пока он мне нравится больше. Меня не особо это радует, но... Опять же, вы должны понимать, что я когда говорю неплохо для TCL, то есть скинтон здесь ужасен, пикселей море, но я хотя бы что-то вижу, и я не вижу лютого роллинг-шатра. Возможно, на камере он и будет виден, но вот сейчас так. Внешне мне телефон не нравится. Минусы: нет инфракрасного порта, долгая зарядка, нет стерео, дисплей не порадовал. Также для меня минусом является сканер отпечатков пальцев в тыльной части, да и вообще выглядит он однозначно недорого. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, обязательно посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Послезавтра начинается сейл, уже интересные моменты у меня в телеге. Допустим, каким образом получить третью дополнительную скидку, то есть скидка, промокод, допустим, монетки, еще одна скидка. Суммарно можно неплохо сбросить, смотрите опять же в телеграм-канале, там есть описание, что делать. Вдруг на момент вашего просмотра появятся супер промокоды, и я туда их обязательно скину. Может, даже личные в этот раз закину. Резюмирую, к плюсам данного аппарата, разумеется, отнесу цену. Второй момент, к плюсам данного аппарата я, разумеется, отнесу то, что у него есть мини-джек. То, что в принципе TCL что-то попытался, если честно, по большому счету, все эти тесты, что вы видели, ну, без слез не взглянешь, согласитесь, что это не уровень аппарата 22 года. Но это с одной стороны. С другой стороны, вопреки всему, несмотря ни на что, выход я опять пишу на данный смарт, и он не убогий, он не убого снимает при всех этих цифрах, и, наверное, это неплохо. Рекомендовать я его не могу, я могу порекомендовать вам только посмотреть на него, на вот эту рекламу, которую они по-любому выкатят. По ссылке в описании к видео будет ссылка на девайс. Есть ли альтернативы? Конечно, их море. Realme, Xiaomi, это не аппараты третьего эшелона, но они также фризят, также тормозят. И, в принципе, все то же самое, Ctrl-C, Ctrl-V, потому что за эту стоимость в лоукосте суперского не бывает. Я сейчас Realme C11 тестирую, и радости в моих глазах по этому поводу тоже мало, но не одними флагманами жив канал, как говорится. Поэтому не забываем поставить лайк за труды, подписаться на канал, написать в комментариях, что вы еще хотите увидеть на обзор. Разумеется, подписаться на Дзен канал и канал ВК. Почему? Потому что, скорее всего, все равно YouTube заблочит, им некуда деваться. А через VPN вряд ли вы будете смотреть, хотя будем надеяться, что будете. Девайсу не мое, но да, добра и удачи вам, дорогие друзья.